Дорогие мои друзья, я вас приветствую. Вы на канале Твой Мир, с вами Наталья. Дорогие мои, я вас благодарю за комментарии, за лайки, за подписки, за просмотры, за теплые слова. Я вам желаю в 1000 раз больше тепла, света и гармонии, чем несете вы мне. Дорогие мои, давайте сегодня посмотрим с вами тему расклада, которая будет называться так: «Послание Вселенной вам». Что вам хочет передать Вселенная? У нас будет 3 варианта. Пожалуйста, настраивайтесь. Мы начинаем. Что хочет передать вам Вселенная? Послание для вас. Вселенная говорит, что ты не переживай, что на сегодня идет остановка, что на сегодня тебя как-то не радуют обстоятельства. В твоей жизни в скором времени все наладится. Тебе просто нужно сделать выбор, тебе нужно довериться судьбе, приложить усилия и одержать свою победу. Дорогие, смотрите, первый вариант. Послание Вселенной для вас. На данный момент вы находитесь в состоянии некой остановки. Такое ощущение, что у вас как будто не развивается что-то, да, как будто вы замерли на месте, нет движения, нет какого-то развития. И здесь Вселенная говорит о том, что ты не переживай. Твоя победа, она впереди. Во-первых, ты уже победитель, помни об этом, да. 4 жезлов нам говорит о том, что вы все же одержали победу. Пусть она является недолговременной, недолгосрочной, но все равно вы одержали эту победу, вы проделали свой путь, вы вложили свои силы для достижения тех результатов, которые у вас есть на сегодня. И Вселенная говорит вам о том, что вы не переживайте, что у вас сегодня чего-то нет. У вас просто в ближайшем будущем вам предстоит сделать какой-то выбор. Причем, понимаете, выбор такой справедливый. Вы должны принять какое-то окончательное решение. Я не знаю, в какой ситуации вы на сегодня находитесь, но здесь идет рекомендация от Вселенной такова, что ты доверься судьбе, потому что высшие силы за тобой давно наблюдают. То есть вы здесь не одни, понимаете, ваш путь всегда освещали ангелы. И здесь Вселенная говорит, что ты мне доверься, я знаю, куда тебе нужно, да, какой твой следующий уровень, какой твой следующий шаг. И здесь, конечно, приложение силы, есть какой-то момент приложения силы, но здесь, смотрите, такой момент пограничный, дабы не переусердствовать, потому что карта силы, она двуякая, да, она может говорить о большом напряжении, что вы будете испытывать напряжение или излучать это напряжение в отношении некого короля Пентаклей, либо все-таки вы поумерите, не переусердствуйте с вот этим приложением силы королю Пентаклей. Король Пентаклей здесь может быть конкретно какой-то человек для вас, который вам через высшие силы, через этого человека вам помогут выйти на новый уровень, да, достичь своей цели или хотя бы наметить ту цель, к которой вы идете, к этому уровню. Потому что рыцарь Пентаклей, он все-таки говорит о замедленном действии к какому-то результату, да, что это не быстрый результат. Либо здесь может быть сама ситуация, для кого-то решается финансовый вопрос какой-то, да. Такое тоже может проиграться, и здесь вот как раз-таки сила и приложение силы и некую агрессию в этот момент вот лучше не прилагать в решении этого вопроса, потому что может только навредить. Что еще? Еще Вселенная говорит вам о том, что у вас идут перемены в жизни. Понимаете, у вас такой сейчас момент, когда вы проходите такие трансформации, когда понимаете, где вы были неправы, что вы делали не так, что вам нужно изменить. Здесь вы даже как-то в одночасье понимаете, что вы сами осознаете уже такой момент, что ваша жизнь меняется и что у вас уже не так, как раньше. То есть вы не смотрите
Кто-то даже не смотрит те фильмы, которые смотрел раньше, да, не общается с теми людьми, с которыми общался раньше. И здесь вот этот момент глубочайших трансформаций для вас, которые, да, они все-таки вам принесут быстрые результаты. Трансформации, я так понимаю, что все-таки они уже идут к какому-то моменту завершения, что здесь не только они начались, хотя вы упорно боролись за все это, да, вы проходили, скажем так, достойно свой этот период. И здесь карта говорит о том, что все-таки вам придется вот принять это решение, да, сделать этот выбор, и уже этот выбор вы должны будете делать совсем скоро, то есть в ближайшем будущем у вас предстоит сделать этот выбор. Сделать этот выбор. Здесь, понимаете, если девочки смотрят, да, девочки, вы можете быть вот этой королевой пентаклей, которая все-таки уже проходит, да, завершающий этап своих трансформаций, и вы становитесь очень зрелой личностью, вы становитесь личностью, которую уважают, которую принимают, которую прислушиваются к вашему мнению. Вы умеете руководить, вы умеете направлять, вы умеете подсказывать. То есть здесь очень глубокий дар, здесь очень глубокий талант в человеке. И карты нам говорят о том, что только сделав свой выбор, вам открываются величайшие возможности. Для вас, понимаете, вы идете в светлое будущее, причем это будущее, которое, ну, реально радужное, да, здесь прекрасные перспективы, здесь не какой-то такой проект, который или какое-то событие, которое вот произошло и все, нет, это что-то задел на будущее, да, то есть вы делаете какой-то шаг сегодня для того, чтобы через какой-то определенный период времени вы понимали, что вот жива еще ваша идея, живы еще ваши вот эти приложенные силы, да, и что вы можете быть собой горды, что вы вот сделали так. И все-таки вас здесь это все ведет в изобильную жизнь, вот это решение, которое вы должны принять, да. Здесь вы все-таки еще где-то сомневаетесь, где-то колеблетесь, где-то, может быть, еще не совсем знаете, как подойти к этому вопросу, но карты говорят о том, и Вселенная вам передает, что тебе не надо колебаться, то есть ты должна принять это решение, для тебя откроются колоссальные возможности, ты улучшишь свое материальное положение, ты улучшишь вообще свое финансовое состояние, ты внутренне станешь гармоничной. Здесь, смотрите, девятка пентаклей, карта о чем говорит? Карта говорит о том, что человек живет в изобилии, он себе ни в чем не отказывает, у него прекрасное настроение, его вокруг окружает прекрасный сад. И здесь еще карта говорит о том, что дама сама внутренне, да, она настолько богата, она настолько мудра, что даже птицу сокола, да, она смогла приручить. То есть эта карта говорит о том, что вы станете настолько совершенной версией себя, когда вы сможете достичь, ну, наверное, даже не побоюсь сказать, всего того, чего вы хотели, о чем вы думали. Если кто-то планировал какой-то такой этап жизни, когда будет налажен механизм, когда вы будете минимум прилагать усилий к работе и получать стабильный доход, то это как раз об этом. Но здесь еще Вселенная говорит о том, что для начала тебе надо поработать, для начала тебе надо вложить туда и свою энергию, и свое время, и свою силу, и свой ресурс. То есть здесь много потребуется работы, да, для того, чтобы все-таки вот выйти в этот уровень. Но он не за горами. То есть, понимаете, у вас прекрасные перспективы и прекрасные возможности. Вот, карта императрицы, она говорит о том, что вы это все можете получить легко и по-женски. Вам в помощь придут мужчины. Мужчина вот один как минимум, да, второй как максимум, хочется сказать. К вам придут на помощь люди, к вам придут мужчины, к вам придет рыцарь мечей. Ой, слушайте, карты шикарные. У вас ожидает победа. Какой-то будете избирать еще новый путь. Я так понимаю, что все-таки здесь вы будете продолжать развитие дальше. Сейчас хочу выложить все карты, чтобы я просто понимала, что хочет еще передать нам Вселенная.
Смотрите, когда я здесь говорила о том, что вы можете получить все по-женски, да, здесь вам нужно полюбить и то дело, которым вы занимаетесь. И прежде всего вы должны дать себе величайшую любовь, величайшую заботу, потому что карта императрицы — это все-таки карта богатой женщины. Под словом «богатой» я подразумеваю богатый внутренний мир. Эта карта говорит о том, что вы должны прежде всего полюбить себя. Вы должны полюбить то дело, которым вы занимаетесь. Вы должны дать себе величайшую любовь. И здесь, смотрите, вам в помощь приходит король мечей, человек, который рассудительный, который принимает решения, который умеет бороться. То есть вам в эту борьбу уже вступать не надо. У вас настолько велика сила обаяния, именно женская энергия, которая позволяет руководить всеми процессами, знаете, на высшем уровне. Это просто высший пилотаж. И здесь с вами рядом будет еще рыцарь жезлов. Это человек, который победитель по жизни, которого признают, которого уважают. И вы знаете, это не говорит о том, что у вас какие-то любовные отношения. Здесь вы можете быть просто в партнерстве с этими людьми, да, и при всем том мы видим, что люди от этого счастливы, и вы от этого счастливы. И ваше начинание, оно, понимаете, играет всеми красками. Вы получаете вознаграждение, вы получаете заслуги, вы получаете признание. И здесь, знаете, такой момент, как будто ваша жизнь меняется, как вам сказать, даже не по вашему желанию, а складываются обстоятельства как-то так, что вас немножко уводит в другую сторону, либо вы думаете о каком-то другом, может быть, проекте, может быть, о каком-то другом пути реализации. Но здесь мы видим только то, что новое начинание, которое вы выберете, да даже не вы выберете, а так сложатся обстоятельства, что к вам придет новое начало, вы не пугайтесь этого момента, все изменения идут только вам во благо. И здесь карта Верховной Жрицы говорит нам о том, что вы откроете тайны, вы откроете знания, вы откроете свой ресурс. И здесь в карте Императрицы, когда я говорила, что вы еще не знаете о своих внутренних ресурсах, да, может быть, кто-то не знает, может, кто-то знает себя, конечно, на все 100%, и это прекрасно, то здесь открывается для вас именно ваш потенциал. И вы выходите в карту изобилия, вы выходите в карту эмоциональной наполненности, вы гармоничны, вы любите, вас любят, вы любите то дело, которым вы занимаетесь. Знаете, здесь хочется сказать, что царит гармония, любовь, уважение, понимание. Ну, вот все в ажуре, даже добавить нечего. И смотрите, я перевернула колоду, и на дне у нас десятка пентаклей. Эта карта говорит о том, что вы достигнете еще максимальной финансовой зрелости. Вы будете управлять финансами до такой степени виртуозно. Знаете, здесь вот когда мы говорили о том механизме, который заложен, к которому ведет вас вся трансформация, да, это в момент какого-то создания не то проекта, не то работы, не то наладить какой-то момент управления, чтобы вы могли жить припеваючи и мало участвовать, быть задействованным, да, в этом в трудовом процессе. И вот именно десятка пентаклей нам говорит о том, что вы этот процесс отточите до мастерства. То есть, знаете, здесь вот такая идет точность, как швейцарские часы. То есть у вас будет работать на все настолько четко, настолько все понятно, и вы безумно будете счастливы от этого, понимаете? Вы будете жить, наслаждаться жизнью, причем, что вы не будете финансово, ну, никак страдать, понимаете? Здесь у вас только изобилие, только любовь и только гармония. Дорогие мои, вот такой первый вариант получился. Давайте посмотрим второй вариант. Что ожидает вас, что вам хочет передать Вселенная. Дорогие, настройтесь, пожалуйста, второй вариант. Будем смотреть, что вам хочет передать Вселенная. Послание от Вселенной вам.
Второй вариант. Вы сейчас как будто, знаете, находитесь в неком обучении. Вы как будто прислушиваетесь к кому-то, либо за кем-то. Ну нет, наблюдать здесь я не скажу, что наблюдаете. Вы знаете, как вы здесь в позиции ученика, мне хочется так сказать. Вы здесь в позиции ученика, к кому-то, возможно, обращаетесь за советом. И вот здесь Вселенная, сейчас посмотрим, что вам передает Вселенная через этот расклад. Вселенная вам говорит о том, что ты выбираешь свой путь, ты выбираешь какое-то новое начало, но здесь еще даже вы не идете в это начало, вы только думаете о нем. Здесь Вселенная говорит о том, что ты печалишься напрасно. То есть здесь, вот смотрите, да, девятка мечей, она говорит о том, что человек недоволен тем, что есть, да, то есть он как бы не этого хотел, и Вселенная это подтверждает, что, понимаете, вот когда мы обращаемся с какой-то просьбой, да, во Вселенную, пошли нам, Господи, это, пошли нам, Господи, то, мы очень редко задумываемся над тем, что реально наши желания исполняются, и что мы, может быть, где-то неверно формулируем, да, не отдаем этому какой-то отчет. И вот здесь как раз очень ярко эти карты показывают, что здесь, смотрите, сам момент обучения, это может еще и заключаться момент того, как правильно разговаривать со Вселенной, как правильно просить свои просьбы, да, потому что мы видим, что здесь вам дается выбор пути, но вы недовольны. Вы говорите, я не этого хотел, понимаете? И здесь Вселенная говорит, доверься мне, я тебе помогу, но сформулируй это правильно, да? Формулируй свои желания правильно, обучись, как это надо делать. Но это так уже в таком грубом контексте. Вселенная вам передает еще такой момент, что вас ожидает изобильная жизнь, да, в вашей жизни все будет прекрасно. В вашей жизни, возможно, на сегодня присутствует человек, с которым есть какой-то момент, знаете, такого напряжения, да, человек очень достаточно самодостаточный, достаточно влиятельный, у него много связей, он очень мудрый, он очень умный. И вы как-то с этим человеком на сегодня в неких замкнутых отношениях, вы отстранены от него. И здесь вам Вселенная передает, что скоро ваш вопрос решится, понимаете, ваш вот этот замкнутый круг, в котором вы не разговариваете, вы скоро одержите победу. То есть здесь решение вопроса не заставит себя ждать. Здесь как-то произойдет все очень быстро, да, по тузу мечей. И это самое интересное, что это даже как будто не ваша будет инициатива и вашего партнера, а как будто так просто сложатся отношения. Давайте посмотрим, что еще дальше. Вот видите, только сказала, так сложатся отношения, и выпадает колесо фортуны, которое нам говорит о том, что ваши перемены произойдут, и это перемены к лучшему. Здесь, понимаете, как вам даже не надо беспокоиться о том, что есть. Сейчас я выложу все карты, чтобы точнее читать. Вот этот вопрос, который будет решаться очень быстро, да, и по колесу фортуны мы видим, что все-таки ситуация меняется к лучшему. Здесь как будто в этой ситуации примет участие чья-то либо мама, либо жена, либо свекровь, либо теща, либо просто человек, который, ну, так или иначе как-то подходит под эти описания. Здесь вот решение этого вопроса, она прервет вот эту паузу, которая очень долго почему-то между вами как-то затянулось. И после этого, понимаете, у вас такой момент, Вселенная вам передает, что вы будете наполнены эмоциями, вы будете довольны полученным результатом, да, то, что вы получили, вы будете сидеть и радоваться тому, что у вас есть. Но все равно здесь, понимаете, как бы на этом-то все не заканчивается. Здесь проходит некий момент ожидания, что вы-то рады тому, что есть, да, вы эмоционально стабильны. Но вы понимаете, что еще не все вопросы закрыты, еще не все решено. И здесь как будто вы еще за что-то не ответили, понимаете, как будто вы, может быть, за какой-то поступок не ответили, да, может быть, что-то не выполнили, какое-то обещание. И здесь вас опять требует Вселенная решения этого вопроса. И она говорит, что уже время мы ждем достаточно. То есть ты тянешь это время,
Возможно, кто-то не развивается, возможно, кто-то что-то не решает, какой-то вопрос. И здесь Вселенная передает о том, что уже времени прошло достаточно, да, и тебе пора выходить из зоны этого комфорта, где ты находишься, и пора идти вперед, пора как-то совершать какой-то шаг. Здесь, может быть, кто-то медлит долго с чем-то. И здесь вот как раз-таки совет Вселенной вам идет, передает то, что двигайся вперед, двигайся, смотри дальше, потому что там гораздо больше всего, там больше возможностей, просто выйди, да, просто, во-первых, осмотрись по сторонам и посмотри, кто с тобой рядом, посмотри, за того ли ты человека борешься, кто твой друг, кто твой враг, кто для тебя здесь кто, да, и здесь Вселенная говорит о том, что очень велика сила знаний, мы не зря говорили здесь об обучении, что все-таки Вселенная вас призывает к тому, чтобы вы шли в развитие и развивались. Что еще вам хочет передать Вселенная? А здесь, знаете, такой момент идет, как будто вот вы когда выйдете, да, и вот в это развитие все-таки пойдете вперед, с вот этим своим зависшим вопросом, решать его пойдете, да, здесь вот так хочется сказать, может помешать вам королева мечей. Вот такая информация идет при тузе жезлов, да, все-таки это поворот событий и поворот вообще судьбы может в любой ракурс повернуться. И вот здесь у меня идет такая информация, что вам эта женщина может помешать, она вас может не то, знаете, как отговорить, не то вот нанести вам какую-то печаль, какое-то разочарование. Женщина такая строгая, женщина выдержанная, женщина решительная такая, даже где-то острая на язык, понимаете. Вот такой вот момент, эта женщина может вам как-то разбить сердце. Но разбить сердце в каком смысле, да? Она может подвергнуть вас в какую-то депрессию, в какое-то уныние, отчаяние. И здесь как будто через какой-то обман это все будет происходить, да, какую-то хитрость, какой-то обман, какое-то предательство. Ну, хотя при всем том, на кого-то девочки, мальчики, может быть наложена даже магия. Такой момент тоже может быть, потому что карта мага, она вообще говорит о каких-то мировых масштабах, да, о очень большой силе. И здесь либо у этой женщины есть такая сила, которую она может на вас провести, либо все-таки она может вот, ну, как-то как намагичить на вас, что ли. Ну, я не люблю это слово, конечно, повторять, потому что не все этим занимаются. Но такой момент все-таки он присутствует, и я должна об этом сказать. И здесь, знаете, на какой-то момент ситуация вообще ваша вся зависнет. Вот какое-то ваше развитие, какое-то вот это вот новое стремление куда-то, на какой-то момент это зависнет. И здесь, смотрите, будьте очень осторожны, вариант номер 2, на каких-то увеселительных мероприятиях, потому что, вероятнее всего, произведение вот этого ритуала магического будет производиться именно в этой обстановке, когда вы будете немножко в завуалированном состоянии, понимаете? Но здесь я вам хочу сказать, может, вас обрадует это, что все равно каждый понесет за это свою плату, то есть как бы не печальтесь, что... Вы все равно выйдете в движение, потому что для вас это такая ситуация довольно судьбоносная. Хотя на какой-то момент времени вы все-таки еще будете в чем-то разочарованы, еще будете как-то там строить какие-то иллюзорные планы. Ну, будете, конечно, бороться за все это. Вы выйдете в свой мир, понимаете? Но здесь, смотрите, такой период времени, что не менее 9 месяцев, это точно вот такой продлится концерт, хочется сказать. Здесь вас ожидает новый путь, вас ожидает некий такой кризисный момент, который вам надо пережить, и вы все-таки одержите в этом победу. Второй вариант. У вас, я так смотрю, какая-то конфронтация идет... С кем-то что-то вы там не можете поделить, и здесь идет борьба, но здесь, смотрите, вы все равно
Как вам сказать, по всему раскладу, да, второго варианта я хочу сказать, что все тайное становится явным, это раз. А второе, что во всей борьбе, в которую вы проходите, да, и боретесь, вы однозначно выйдете победителем, что бы ни случилось, какие бы там ни были моменты, и вы пройдете все испытания, которые вас ждут, вы выберете свой верный путь, вы пойдете в этот путь, и вы одержите там победу. Второй вариант, вот такой получился расклад для вас. Пожалуйста, пишите, как проигралось, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, обратную связь, это очень ценно, я это очень-очень люблю. Дорогие мои, давайте посмотрим третий вариант, что ожидает вас. Третий вариант, пожалуйста, настройтесь. Третий вариант. Будем смотреть, что вам хочет передать Вселенная. Послание от Вселенной для вас. Третий вариант. Третий вариант. Что у вас? В третьем варианте вы пока празднуете какую-то победу свою. Может быть, кто-то достиг успеха в чем-то маленького. Но здесь такая победа, она не долговечная. Здесь у вас идет такой момент, как будто вы выбираете какое-то направление движения, как будто вы... Сейчас, секундочку. Смотрите, третий вариант. У вас идет первое, что вы как будто сегодня празднуете какую-то победу, да, что вы все-таки дошли, вы все-таки сделали, вы чувствуете поддержку, вы чувствуете какие-то теплые эмоции в свой адрес, да. Но при всем том Вселенная вам передает, что ты идешь, ты как будто планируешь выбрать какой-то путь, но ты еще не можешь принять окончательного решения. И вот здесь с помощью этого решения вам приходит королева кубков. Человек, либо это дама, либо это мужчина, это не важно кто, да, здесь человек достаточно уравновешенный, достаточно умеющий держать под контролем эмоции, человек, который управляет, знаете, как вот я бы сказала, внутренней силой, когда от него просто вот веет таким спокойствием, да, вот этот человек вам поможет принять какое-то вот это верное решение. Здесь вам не стоит закрываться, не стоит, знаете, как сетовать, что у меня ничего не получается, я ничего не могу. Вот это как-то надо выбросить из головы, потому что вы все равно одержите победу, понимаете? У вас здесь такое вот ощущение, как будто вам за что-то надо заплатить, что-то, либо вам должны заплатить. Вот такой вариант, как будто что-то вот утеряно, да, какая-то вот утрата в прошлом была, за что, ну так хочется сказать, вам не заплатили, вот я не знаю почему. Давайте посмотрим, что это. Что же это такое, что нам там не заплатили? В прошлом потеря, утрата. Где-то, может быть, нечестно с вами поступили, вы что-то потеряли. Вот на каком-то веселительном мероприятии было очень много движения, да, и был какой-то обман, как будто вот вас обманули. Говорили, что типа никому не отдам, а получили разочарование. Здесь, смотрите, не хочу наговорить лишнего. Здесь такой момент идет в общих чертах, что потеря произошла на каком-то увеселительном мероприятии. Было очень много движения, и произошел обман, когда обещали стабильность и что не тронут, да, не отдадут, а в итоге получилось какое-то жуткое разочарование. Но здесь как-то вот пара замешана, да, либо все-таки это с вами как-то партнер так поступил, да, и вы ушли в отстранение. Какая-то очень личная ситуация здесь проигрывается. И вы уже настолько вот, как вам сказать,
хочется сказать, наелись вот этим опытом, да, что вы уже просто как-то не доверяете и не верите никому. Давайте еще посмотрим, что вам хочет передать Вселенная. Она говорит, что выбери свой путь верный. Не переживай, это все уже позади, у тебя уже опыт есть, да. Тебе надо просто осмотреться по сторонам и понять, кто твой друг, кто твой враг. Тебе нужно не залипать на каком-то человеке, либо на каком-то объекте. Ты очень много сливаешь туда энергии. Тебе надо быть довольным собой, надо любить себя, надо быть в гармонии с собой. Закрой глаза на прошлое, не смотри туда больше. В этом вам поможет дама Пентаклей, человек, который, да, все-таки, вы знаете, здесь вам нужно либо обратиться за помощью к какому-то психологу, чтобы это все разрушить, либо пройти какие-то чистки. Здесь тоже такой момент может быть, чтобы вот это вот все разрушить. Здесь кому-то может мать помочь, у кого-то очень сильная энергия у мамы в этом плане. Да, вас выведут в состояние вот этой легкости. Колесо фортуны вам в помощь. По судьбе все, девочки и мальчики, все пройдет так, как надо. Да, и вы все-таки начнете строить какие-то планы на будущее. Хотя на некий момент ситуация может зависнуть, все-таки может быть какая-то остановка, потому что надо что-то обрезать старое, вы что-то еще все равно держите. И вот когда вы ощутите эту легкость и поймете, что я все могу, вот тогда вы можете уже сеять свои семена и ждать от них всходов. Третий вариант. Вот такой расклад для вас. Пожалуйста, напишите, как проигрался. Потому что очень интересно. Другой раз смотришь, понимаешь, что попадаешь в личные ситуации, и, знаете, не совсем хочется на всеобщее обозрение говорить об этом. Дорогие мои, вот такие расклады у меня на сегодня получились. Я вам желаю всего самого светлого, всего самого доброго. Пусть каждого из вас в душе будет любовь, гармония, спокойствие, благополучие, уверенность, любовь к себе. Дорогие мои, берегите себя, берегите своих близких. А я вам желаю мирного неба над головой. И пусть каждый ваш день будет наполнен радостью. До новых видео. Ваша Наталья.